О, фух, что ты? А, играй с собой. А ты сыграй. Ты что, ну, раз, два, три, очкарик и дамка. Слабак, играй с собой. Одной из самых известных работ Савелия Крамарова в кино является роль рецидивиста Косова из фильма «Джентльмены удачи», живущего по принципу «выпил, украл в тюрьму». Интересно, что первая роль Савелия Крамарова была похожа на персонаж Косова и чем-то напоминает повадки и выходки Федора Петровича из «Джентльменов удачи». Ты кого бьешь? Ухи! В короткометражке «Ребята с нашего двора» Савелий Крамаров сыграл дворового хулигана и главаря местной шайки Ваську Ржавого. Действие фильма разворачивается в благоустроенном дворе города Коломны, где хозяйничает местная шпана. Их развлечения простые и незатейливые. Карты, водка, лузгание семечек, стрельба из рогаток и насмешки над проходящими девушками. На эту ситуацию не может повлиять даже местный участковый Егор Иванович. На первый взгляд хулиганы с ним считаются и даже проявляют уважение, встречаясь со стражем порядка лицом к лицу. Но видя его равнодушие к их выходкам, шпана откровенно смеется над ним за спиной. Ситуация во дворе начинает меняться, когда в их дом заехал новый жилец, комсомолец Федор, которого играет Алем Климов. Видя запущенность двора и нездоровую атмосферу, Федор хочет изменить обстановку и начинает с того, что строит во дворе турник. Васька Ржавый попытался помешать ему и варварски начал рушить снаряд, но впервые в жизни получил отпор. Комсомолец Федор оказался не робкого десятка и смог твердой рукой наказать хулигана. Что ты? Ну, отцепись. Что ты отцепись, что ты привязал? Вот. Первый раз мы видели, чтоб с Ржавым так обращались. Чего ты? Ну? Тебе что, глаз на анализ вынуть, да? Ну ладно. Ну-ка. Я тебе сделаю. Посмотришь. Васька Ржавый, он же Крамаров, предложил Федору вечером на танцах выйти поговорить и окружил его со своими друзьями, но и здесь победа осталась за Федором. В конце фильма мы видим, как изменилась обстановка во дворе. Друзья Васьки Ржавого покинули своего лидера и записались в комсомольский патруль. Водку пить не дают, карты играть не дают, гонят отовсюду, а еще комсомольцы. Во дворе уже не лузгают семечки и не играют в карты. Вместо этого молодежь занимается спортом и играет в шахматы. Разумеется, этот фильм не стал известным, и более того был разгромлен критиками, которые применили к нему пословицу «первый блин комом», намекая на то, что этот фильм стал дебютом для режиссера Алексея Салтыкова, который в будущем снял такие шедевры, как «Бабье царство» и «Емельян Пугачев». Незаметно в этом фильме игра актера Валерия Носика, исполнившего роль приятеля Васьки Ржавого. Актеры Алем Климов и Сергей Панарин, сыгравшие главные образы, выглядят довольно скучно, по мнению критиков. В конце концов, самым заметным персонажем стал Васька Ржавый в исполнении Крамарова. Актерская игра молодого дебютанта была живой и органичной. Остается только пожалеть о том, что мы не слышим голоса Крамарова, так как озвучивал Ваську Ржавого другой актер. К сожалению, борьба за двор, которую показали в фильме, была проиграна в реальной жизни. Сейчас большую часть того самого двора в городе Коломне, где проходили съемки, занимает автостоянка. На месте клуба, где снимали танцы, находится магазин. И, скорее всего, современные активисты исправить эту ситуацию уже не смогут. Для Савелия Крамарова этот фильм стал первой ступенькой в его кинокарьере. Впереди будет всесоюзная слава и любовь миллионов зрителей. А знатоки советского кино будут помнить не только Федю Косова из «Джентльменов удачи», но и Ваську Ржавого из черно-белой короткометражки 1959 года «Ребята с нашего двора».